Хей, привет! Это видео-челлендж, где я должна нарисовать персонажа в 10 разных стилях. Рисовать я буду странника из игры Genshin Impact и постараюсь изобразить его в разных популярных стилистиках. Вновь беру себя на художественный понт, йоу! Начнем, пожалуй, с моего личного стиля. В первую очередь надо попытаться изобразить персонажа в своем привычном стиле, а уже потом начинать экспериментировать с чужими рисовками. И те, кто в теме и играет в Геншин, подумают: так, стоп, этот парнишка же был красным и звали его Скоромучча, а теперь он вдруг стал синим и под новым именем Вандерер, ну или иными словами Странник. Короче, объясняю. У игры вышло обновление, версия 3.3 под красивым названием «Все зримая явь, все сущее тлен». И там появились новые персонажи, естественно, включая Странника, которого я сейчас рисую. Он раньше был врагом, но теперь с обновлением стал игровым персонажем и, скажем так, преобразился. Поэтому грех такого мужчину прекрасного не нарисовать. Хотя парни мне даются в рисовании очень-очень тяжело. Я привыкла рисовать девушек. Давайте же заценим, что у меня получилось. Рисунок в моем стиле полностью готов. Следующий стиль, который я попытаюсь повторить, это стиль Диснея. Но не старенький классический Дисней, а самый настоящий новый объемный 3D Дисней. За референс я взяла лица Эльзы и Ханса. Попробую сделать что-то среднее между ними, объединить, смешать, потому что Странник из Геншина довольно миловидный парень. Но при этом брать по форме лицо, как у Эльзы, и делать его максимально круглым так нельзя. Надо найти золотую середину. На суперсхожесть один в один с Диснеем я ни в коем случае не претендую, потому что я не работаю в 3D, не умею. Но я могу хотя бы нарисовать стиль 3D в 2D своими ручками с нуля. Давайте посмотрим, что в итоге получается. Я довольна где-то на 60-70% из возможных 100. Можно было бы и лучше, но моего скилла, увы, в объеме не хватает. Нужно больше практики. Далее следует стиль студии Гибли. Творчество Хаяо Миядзаки я люблю, обожаю и это не скрываю. Поэтому Странника я просто обязана изобразить в манере студии Гибли. У них чудесная рисовка, моментально узнается на фоне других аниме. У меня ранее не было опыта по полноценному рисованию аниме мужчин Гибли. Опять же повторюсь, обычно я рисую только девочек-тяночек, но все равно даже так персонаж рисуется довольно легко и с теплой такой трепетной любовью. Дам вам совет. Когда хотите повторить тот или иной стиль, смотрите не только на общую рисовку в целом, но и на детали. Какую кисть нужно подобрать, какие эффекты воссоздать и, самое главное, какую палитру цветов использовать. У всех она зачастую индивидуальная. Можно тренироваться и искать оттенки на глаз, но иногда инструмент пипетка идет в ход. Ничего страшного в ее использовании нет, порой она дико выручает. Внимание, результат: Странник в стиле Гибли. На очереди Южный парк со своей простой рисовкой. Как можно заметить, я ранее решила персонажа Странника во всех иллюстрациях рисовать постоянно в повороте 3/4. А вот Южный парк станет единственным исключением, потому что у мульта есть только две позиции. Либо прямо в фас на зрителя, либо четко в профиль боком. 3/4 у них просто не существует. Не бывает такого. Канон есть канон, поэтому изображаю Странника по прямой, в полный рост. Главное не забыть нарисовать ему красную подводку глаз. Я из раза в раз о ней резко вспоминаю, хоть постоянно и ориентируюсь на оригинальную иллюстрацию из игры. Итак, самая популярная тема – это стиль Симпсонов со своей желтой кожей. Даже не знаю, что вам можно тут рассказать о рисовке, ведь ее все прекрасно знают. Хотя вот был смешной момент. Странник Скоромучча из Genshin Impact очень-очень популярный персонаж среди аудитории игры, один из главных любимчиков. И я поначалу думала взять за основу стиля Симпсонов, от кого отталкиваться при рисовании, это Милхауса Ван Хутена, не главного героя Барта Симпсона, а его друга, стереотипного заучку в очках. У него же синяя прическа, и у Странника из Геншина синяя прическа. Почему бы не совместить, подумала я. Но так, скорее всего, меня бы съели фанаты, ведь Странник, он другой совершенно по натуре, поэтому пришлось отложить эту идею в стороночку и дать желтому персонажу более классические и приятные черты рисовки лица.
Шестая иллюстрация будет выполнена в стиле мультсериала «Время приключений». Глаза – это 2 точки, форма лица круглая, руки как сардельки, заливка однотонная и все. Стиль максимально упрощенный, смогли нарисовать главную базу и, считай, попали в яблочко. Но нет уж, естественно, возникают подводные камни. У странника, которого я рисую, очень много мелких деталей. Создатели Genshin Impact в принципе обожают детализацию в образах и костюмах. В данном случае у странника пипец какая серьезная шляпа и разные амулеты и украшения. И это самый сложный нюанс, который нужно стилизовать в разных рисовках. Я не помню, чтобы, например, во времени приключений было так много мелких деталей. Приходится выкручиваться и фантазировать уже самостоятельно на этот счет. Например, по итогу вы можете заметить, что я не стала прорисовывать все детали шляпы, а просто изобразила их печатью или таким неким орнаментом на головном уборе. Следующий рисунок будет в стиле Рика и Морти. Тут я разгуляюсь по полной программе. Если во всех остальных стилях придерживалась красивого образа, то Рик и Морти – это комедия абсурда. У нашего с вами красавчика-странника будет монобровь, прям как у дедули Рика Санчеса. Я беру разные детали и рисовку по чуть-чуть у каждого из главных героев. Чуть-чуть от Рика, чуть-чуть от Морти, чтобы получилось что-то новое, но при этом задать максимально узнаваемый образ. Не уверена, что странник в этой вселенной выглядел бы именно так, как я вам его сейчас представляю, но мне захотелось поэкспериментировать в забавном ключе. Давайте посмотрим на результат. Далее стиль как у Sonic X, именно старого шикарного аниме-мультсериала. Не нового 3D-фильма, к такому меня жизнь не готовила. Думаю, будет весело посмотреть на странника в этом обличии. В аниме есть множество людей, но я хочу его изобразить как одного из антропоморфных существ. Благодаря разбору разных стилей ты начинаешь понимать, что у ежей в мультике глаза слились в одни большие белые очки. Ну, если это можно так назвать. Глаза нарисованы без разделения, у них нет переносицы. Но у многих второстепенных персонажей этой вселенной все же все в порядке. Я не буду делать странника максимальным мутантом и рисую ему адекватные глаза, например, как у лисенка Тейлза, лучшего друга и помощника главного героя Соника. Даже если не брать ключевые черты главного ежа, то все равно стиль в итоге будет хорошо узнаваться. Gravity Falls. Нарисуем странника в стиле Gravity Falls. Уже 9-й образ пошел, а я так вам и не сообщила, как и где я все это рисую. Это не порядок. Все стили я рисую с нуля в приложении Infinite Painter на iPad со стилусом. В данном случае при рисовании я использую всего 2 кисточки без всяких там экзотик. Для эскиза это всегда одна и та же кисть с текстурой под карандаш, а для лайна и покраса использую мягкую плавную кисть с эффектом легкого сглаживания на кончике пера. И на этом все. Практически во всех популярных мультяшных образах странник был нарисован только с помощью этих 2 кистей. В финале, когда я уже практически закончила рисовать иллюстрацию, я накладываю небольшой эффект зерна. Этот эффект дает такую мелкую крошку на общем рисунке, что складывается ощущение, что итоговый образ словно был вырезан из мультика. Возникает эффект стоп-кадра. Последняя работа челленджа будет в стиле My Little Pony. Я не смотрела мультсериал, не знаю, что там вообще происходит и есть ли там мужские персонажи или это только набор девочек-пони. Но мне показалось очень интересным и забавным изобразить странника как пони. В голове сразу возникла эта картинка, как он мог бы выглядеть в такой рисовке, и пришлось воплощать эту идею в жизнь. У пони толстый цветной контур и нежные пастельные цвета. Если до этого практически везде я рисовала черную обводку, то данный стиль отличается плавностью линий и разнообразной заливкой. Пришлось пересмотреть множество референсов и хорошо подумать о цвете кожи пони-странника. Обычно, какой цвет волос у персонажа, такого же цвета примерно и рисуют кожу, шерсть у животных. Но в данном случае нежно-голубой оттенок отлично вписался в общий образ. Собственно, все готово. Вот так завершился уже челлендж. Я закончила рисовать, и вы можете смело написать в комментариях, какой стиль странника вам понравился больше всего. Хотя оригинал никто, конечно, не переплюнет.
И главное, откройте же для себя совершенно новый мир, загрузив Genshin Impact по ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. Не забудьте использовать бонусный промокод на экране, чтобы получить специальные стартовые бонусы: 60 камней истока и 5 единиц опыта искателя приключений. Ведь у каждого путешествия есть свое начало, так почему бы не начать именно сегодня? На этом у меня все. С вами была Кристина Каспий и Genshin Impact. Спасибо большое за просмотр.